to abandon. There ain't no other good damn reason why my heart it would go missing for so many months. So I was wishing that you would stop pretending. Remember all those countless nights when I told you I loved you, and you never forget it. Oh, just forget it. Приветствую, друзья! Добро пожаловать на мой канал Teacher from the Jungles. Сегодня урок будет происходить на заброшенной вилле. Но это ерунда, потому что это вилла. Отличный вид на лагуну и холмы. Ну что, поехали. Как вы помните, на прошлом занятии я рассказывал про глагол быть, являться, to be. Сегодня я хотел бы рассказать о другом важном глаголе английского языка to have, что значит иметь, владеть. Также он используется в качестве вспомогательного глагола в более сложных временах, но к этому мы придем немножко позже. Сейчас же обсудим этот глагол в его изначальном смысле иметь, владеть. Будем обсуждать настоящее время. Первыми в ход пойдут действующие лица I, я, you, ты, вы, we, мы и they, они. Как же с ними поведет себя этот глагол? Да никак. Он останется как в словаре. Будет have. I have, you have, we have, they have. Пробежимся по примерам. I have a dog. Переводить как «я владею собакой» было бы странно, поэтому мы скажем по-русски «у меня есть собака». We have some water. У нас есть немного воды. Перейдем на других действующих лиц. He, she, it. Он, она, оно. А вот с ними как раз глагол изменится. Станет has. He has, she has, it has. И как это будет звучать в связке с дополнением? Посмотрим. He has a house. У него есть дом. She has 3 kids. У нее 3 детей. И в последнем примере я думал про остров и написал It has a lot to offer. У этого острова он может вам многое предложить. Здесь есть чем заняться. Здесь не соскучишься. He has a gun. Как же нам с этим товарищем, с глаголом to have, сделать отрицание? Например, у меня нет чего-то, у них нет чего-то. Как обычно, возьмем для начала действующие лица. Я, ты, мы, они. И, соответственно, have. А здесь должно быть отрицание между ними. Сразу скажу, азиаты, они как один коверкуют это отрицание и используют какую-то неправильную структуру. Не повторяйте за ними, за тайцами в особенности. Так что ж там должно быть? Так вот, для отрицания мы используем вспомогательный глагол do и частицу not. Вместе их можно сократить и сделать don't. I don't have a dog. Тот же самый, да? У меня нет собаки. You don't have a villa. У тебя нет виллы. И так далее. Because we don't have forever. А как же дела обстоят у he, she, it? Посмотрим. Собственно, he, she, it. Отрицание. И have остается как в словаре. Инфинитив. Но какое же отрицание там должно быть? Так вот, с ними do меняется в does. Например, he does not have. И в сокращении это doesn't. Соответственно, she doesn't have что-то там, a cat. Кошки у нее нет. Или говоря о доме, it doesn't have an AC. В нем нет кондиционера. What's her name? She doesn't have a name. Как же нам с этим глаголом задать вопрос? Допустим, есть ли у тебя что-то, или есть ли
у них что-то, да? Начнем, как обычно, с are you with they. И сначала посмотрим на обычное повествовательное предложение. Например, I have a car, you have a car, we have a car, they have a car. У меня, у тебя, у нас, у них есть машина. Как вы помните, отрицание строилось с глаголом do, и, соответственно, вопрос также будет строиться с вспомогательным глаголом do, но немножко иначе. Он пойдет с самого начала предложения. Например, do you have a car? И интонация идет вверх, потому что это вопрос. Do we have a car? Есть ли у нас машина? Do they have a car? А у них есть машина? We got a problem, stupid? I said, do we have a problem? Но с he, she, it такой прием не пройдет. Как вы помните, с ними всеми используется has. И тут уж так сложилось, что в вопросе с ними именно do меняется и становится does, а глагол иметь из has возвращается в инфинитив, как в словаре. Становится have. Ну, примеры могут быть какие угодно. Does he have a job? Есть ли у него работа? Does she have a cat? Есть ли у нее кошка? Или Does he have a dog? Есть ли у него собака? Does it have Bluetooth? What? Your cell phone, does it have Bluetooth? Yeah. И также я сегодня хотел бы дать вам прошедшее время глагола to have, потому что со всеми действующими лицами этот глагол изменяется одинаково. И звучать это будет как had. I had, you had и так далее. You tossers! You had one job to do! Также супер просто строится отрицание в прошедшем времени. Опять берем любое действующее лицо, это может быть кто или что угодно. Have возвращается в свою изначальную форму, как в словаре. И единственное, что меняется, это вспомогательный глагол do. И добавляется частичка not. Как это будет выглядеть, давайте посмотрим. I did not have. Сократить did not можно до didn't. I didn't have. И с тем же успехом эту формулу можно применить ко всем остальным местоимениям, кому угодно. We had it all when we didn't have much. И также супер просто строится вопрос. Давайте вспомним, как это было в настоящем времени. С одной группой местоимений это было do, you have, допустим, а с другой, с he, she, it, там does было, да, does he have. В прошедшем времени такой ерунды нет. Со всеми этими товарищами используется did. Did he have что-то там? Did you have что-то там? Очень просто, мне кажется. Did he have hands? Did he have a face? Yes? Then it wasn't us. Idiot. Ну что, ребят, пора заканчивать этот урок. Если я помог вам разобраться в чем-то, ставьте лайк. А в комментах можете написать, где бы вы хотели, чтобы я провел следующее занятие. Пока-пока!